Онлайн-карты для занятий спортом на открытом воздухе, точные карты, навигация по маршруту, двухчастотная система GPS GNSS, до 60 суток работы батареи, более 95 спортивных режимов, экологичный дизайн, сделано в Финляндии с использованием возобновляемой энергии, что бы это ни значило. Поддержка фирменного приложения Suunto, более 50 спортивных приложений Suunto Plus, голосовая обратная связь в приложении Suunto, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к часам под названием Suunto Vertical. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой коробке с изображением, названием и краткими характеристиками модели. Упаковка неплохая и компактная. В комплекте мы имеем смарт-часы, силиконовый ремешок с охватом запястья от 125 до 175 мм, зарядное устройство с двумя пинами и краткое руководство пользователя. В документации довольно подробно расписано о функционале, за что отдельное спасибо. Заряжать в подвешенном состоянии часы не получится, так как данная модель достаточно увесистая, может оно и хорошо. А малейший сдвиг часов зарядного кредла может привести к разрыву зарядки. Но магниты, удерживающие часы на зарядке, хорошие. Вес часов 89 граммов, а габариты 50,3 на 49 на 15,8 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Условия для участия в розыгрыше просты. Подписаться на канал с колоколом, оставить осмысленный комментарий любой под любым из роликов больше 5 слов и в этом комментарии указать свое имя в телеге, либо в описании своего канала. Открыть подписки, подписаться на телеграм-канал скидок, тоже по ссылке в описании, и вы автоматически в розыгрыше. Перейдем же к часам. Полетели. Быстро пробежимся по внешнему виду модели, а затем перейдем к функционалу. Приобрести данную модель можно только в черной и серой расцветке корпуса. Но серая расцветка — это вторая версия Titanium этой модели с интересной особенностью, а именно зарядка от солнечной энергии, с помощью которой часы могут прожить до 1 года. Ремешков же на выбор достаточно. Ко всему можно установить любой другой ремешок со стандартным креплением, которое часто встречается и в других смарт-часах. Застежка, к слову, у ремешка классическая, выполнена из металла. Сам ремешок довольно качественный. Дизайн модели привлекательный, выглядят они надежно, да и собраны отлично. Но вот люфт у кнопок есть, хоть и небольшой. Материалы, из которых выполнена модель, топовые. Это безель из титана 5 класса, корпус из полиамида и армированного стекловолокна, а также сапфировое стекло с фронта. Эргономика смарт-часов отличная, даже при своем весе они не мешаются как во время сна, так и в повседневном ритме жизни. Запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает. На корпусе же расположили датчики, 3 механические кнопки и контакты для зарядки. Динамика и микрофона здесь нет, есть только довольно громкий зуммер. Также можно включить функцию, которая отвечает за голосовые подсказки на русском языке во время тренировок, но они будут воспроизводиться на смартфоне. Ход у кнопок хороший, нажимаются они удобно, предназначены они для перемещения по интерфейсу. Но на кнопку, которую расположили посередине, можно повесить команду перехода к выбранному приложению, к примеру, к панели управления. Как и на верхнюю кнопку, но у нее команда будет совершаться зажатием и список команд меньше. Летим дальше. С фронтальной части находится у нас матричный дисплей со светодиодной подсветкой диагональю в 1,4 дюйма. Разрешение дисплея 280 на 280 пикселей. Система доступна на русском языке, шрифт хорошо читабельный, но перевод изредка встречается неверный. С чем необходимо смириться, так это с тем, что скроллинг вовсе не плавный, да и система изредка подтормаживает. Яркости подсветки более чем достаточно, я в целом включил среднюю яркость, и этого мне хватило для комфортного использования. На солнце, разумеется, все видно отлично, автоматическая функция для включения подсветки отрабатывает не всегда корректно, но в основном хорошо. Функция для включения экрана при повороте запястья срабатывает стабильно и быстро, плюс эту функцию можно настроить. По свайпам сверху вниз тренировки, снизу вверх виджеты, которые можно персонализировать под себя, свайп слева направо возврат, свайп справа налево панель управления. В общих настройках находятся сведения о модели, обновление ПО, время, дата, язык, настройка зуммера и вибромотора. Вибромотор, к слову, довольно мощный, но я не назвал бы его приятным. Далее есть настройка дисплея, включение режима экономии заряда энергии, личные данные, сброс до заводских и выключение питания. Во вкладке «Настройка» можно выбрать циферблат. В стоке их 13 видов. Далее можно настроить будильник, оповещение о восходе, закате солнца и включить штормовое предупреждение. Во вкладке с настройками подключения можно включить авиарежим, включить автоматическое подключение к беспроводной сети, подключить устройство по типу нагрудного датчика, байк-под, пауэр-под и фуд-под. На часах также из полезного можно обнаружить подробный прогноз погоды, закат, атмосферное давление, термометр, режим не беспокоить, фонарик, поиск смартфона, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме, но вот тренировку нельзя свернуть, не завершив ее. Для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, предоставили музыкальный плеер, но
загрузить на сами часы музыку возможности нет. В паре с андроидом есть возможность отвечать на уведомления заготовленными ответами, что удобно. Уведомления приходят моментально. Смайлики отображаются, но, разумеется, из-за типа экрана не как на смартфоне, а вот иконки приложений не отображаются. Летим дальше. Теперь подробнее об основном функционале Suunto Vertical. Имеется компас цифровой с отображением указателей, милей и градусов, глубиномер для подводного плавания до 10 метров, GPS-отслеживание и навигация с поддержкой таких спутниковых систем, как GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou и двухчастотный режим L1 плюс L5. Можно совершать навигацию по путевым точкам, визуальную навигацию по маршруту, масштабировать карту для навигации, плюс есть автоматическое масштабирование в зависимости от формы маршрута, построение обратного маршрута в реальном времени, топография местности и спутниковые карты, глобальные тепловые карты по 20 видам спорта, планирование маршрута с тепловыми картами, личная библиотека маршрутов, контроль маршрута, навигация по интересующим пунктам, расчетное время прибытия, анализ маршрута по данным GPS, параметры, просмотр и экспорт маршрутов. Плюс дополнительно здесь есть поддержка оффлайн-карт, что удобно. По навигации вопросов нет, все отрабатывает отлично и быстро, но вот карты на самих часах расстроили, так как выглядят они плохо. Радиус круга максимум 2 километра. Для бега нормально, а вот для чего-то остального. Карта Российской Федерации весит 33 гигабайта, на смартфоне же карта выглядит куда корректнее и удобнее. Шагомер тоже показал себя некорректно, в основном он показывает меньше шагов, чем было пройдено. Также, на удивление, они посчитали 300 шагов в то время, когда лежали на зарядке, что странно, но факт. Погрешность не особо большая, но учитывая стоимость, я бы хотел, чтобы отрабатывало все на ура. Что касается альтиметра, тип альтиметра барометрический, диапазон от 500 до 9999 метров, высота измеряется по данным GPS с объединенными данными альтиметра. Можно посмотреть высоту в реальном времени, посмотреть акклиматизацию на высоте с контролем уровня насыщения кислорода в крови, посмотреть общий подъем-спуск, вертикальную скорость. Ко всему есть автоматическое переключение профиля высотомера и барометра. В этом плане все отрабатывает хорошо. Теперь, что касается тренировок. Удобно, что есть адаптивные советы по тренировкам, к примеру, интенсивность и продолжительность занятия на основании советов в реальном времени. Интервальные тренировки, подсказки в ходе интервальной тренировки, возможность настройки интервалов на часах. Vertical могут отображать нагрузку при тренировке, общие сведения о тренировке с подробностями этапов, итоговую тренировочную нагрузку, плюс можно посмотреть журнал тренировок, время восстановления в зависимости от тренировок, время восстановления за день и сохранять ощущения после тренировки на часы, разумеется. Поддерживаются тренировки с несколькими видами спорта, изменение спортивного режима во время тренировки, настроенные режимы для тренировок с несколькими видами спорта и анализ многоборья по видам спорта. Для бега предоставили измерение темпа бега, контроль маршрута, мощность бега с запястья или с датчика, автоматическая калибровка FootPod, таблица данных круговых хронографа на часах и в приложении этапы в режиме реального времени, подсказки для интервальных тренировок с темпом бега, пульсом и расстоянием. Для плавания имеется считывание темпа и расстояния заплыва в бассейне, дистанция плавания в воде на открытой местности, запись сердечного ритма при плавании, длины дорожки, этапа, частоты грибков, количество тип грибков, эффективность грибков, а также есть автоматические интервалы и таблицы этапов для интервальной тренировки. Разумеется, видов тренировок и спортивных режимов большое количество, но хотелось бы выделить о возможностях отслеживания езды на велосипеде. Vertical могут измерять среднюю скорость в режиме реального времени, как я уже говорил, можно подключать BikePod с поддержкой скорости и частоты вращения педалей. Также есть поддержка датчика мощности при езде на велосипеде, отслеживание средней и максимальной мощности езды на велосипеде с датчиком мощности, этапы езды и максимальная мощность этапа с датчиком мощности. Конечно же, можно посмотреть таблицу этапов в реальном времени со средним показателем частоты сердцебиения, мощности и скорости. Теперь можно перейти к функциям для мониторинга за показателями здоровья. Часы могут измерять частоту в ударах в минуту, записывать сердечный ритм во время плавания, отображать график частоты сердцебиения и предоставлять информацию о средней частоте сердцебиения в режиме реального времени, отображать калории, максимальную эффективность тренировки, личные пульсовые зоны и уровень подготовки VO2 Max. Также есть измерение SPO2, уровня дневного ресурса и стресса с восстановлением. Что касается отслеживания сна, часы измеряют продолжительность сна, время сна, качество сна, время бодрствования, среднюю и минимальную частоту пульса во время сна, а также глубокий сон. Результаты измерений меня порадовали, что касается результатов в повседневном ритме и во время тренировок. Проблем с мониторингом сна лично у меня не было, но есть пользователи, у которых по непонятной причине несколько раз часы не считывали сон. Перейдем же к автономности. В моем сценарии использования, а именно 3 тренировки по 1,5 часа в неделю в помещении, около 3-4 тренировок в общей сумме на открытой местности с GPS-навигацией, уведомлениями, на ночь я их снимал только пару раз, со средней яркостью подсветки, с результативным режимом батареи, они прожили у меня 31 день, что прям очень хороший результат.
К слову, доступно 5 режимов работы батареи: результативность, выносливость, ультра, путешествие и пользовательский. Водонепроницаемость, разумеется, у часов есть. Я за время использования их не раз окунал в воду, с ними все в порядке, но для примера я окунул их в проточную воду на некоторое время, разумеется, они функционируют в штатном режиме. Для того, чтобы пользоваться всем функционалом данной модели, необходимо их подключить к приложению Suunto. Оно доступно на русском языке, интерфейс в целом удобный. В приложении мы имеем 4 вкладки. На главной вкладке есть профиль, активность, графики мониторинга показателей здоровья, подписки, результаты других пользователей, что довольно интересно, можно посмотреть их тренировки. Далее есть вкладка с календарем активности, вкладка «Тренировочная зона» с основной информацией о тренировках, сводка общей информации по тренировкам, журнал тренировок, достижения, восстановление и активность с шагами и калориями. Далее есть вкладка с картой. Отмечу, что 3D-режим бесполезен в нашем случае. Может быть, где-то за рубежом 3D-карта отображается более корректно, но не у нас. В настройках же самого устройства есть возможность синхронизировать результаты. Suunto Plus Store с приложениями, устройствами и сервисами. К примеру, можно установить приложение для вертикального бега, таймер для тренировок, приложения под разные виды спорта и не только. Далее есть инструкции, структурированные тренировки, настройка отображаемых данных во время тренировок, загрузка офлайн карт. Бесплатно доступно 32 гигабайта для загрузки карт. Также можно настроить виджеты, как я уже говорил, включить уведомления на часах и настроить заготовленные ответы. Связь со смартфоном модель держит отлично. У меня лично без причин они не отваливались. Минусы: нет запасного ремешка в комплекте, плохие карты на самих часах, нет возможности установить маршрут прямо с часов, плохо работает шагомер, ну и, разумеется, цена, так как они стоят по цене хорошего такого смартфона, флагмана, притом еще без скидок. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Хотите такие подробные обзоры на подобные гаджеты, а их у нас еще море, всякие полары, подобные вместе с гарминами, пишите в комментариях. Резюмирую, Suunto Vertical действительно отличное носимое устройство форм-фактора часов для тех, кто живет спортом, так как в данной модели большое количество вспомогательных функций, которые сделают тренировки более эффективными. Обычному пользователю я бы не советовал покупать подобные часы, так как лучше начать с чего-то простого. Но в целом, если у вас есть средства и вам хочется окунуться в мир подобных спортивных устройств, эта модель реально достойна внимания. Здесь, как говорится, все зависит от внешнего вида. Никогда не забуду, как лет 8 назад мужчина, очень далекий от спорта, купил спортивные часы. Я спросил, а почему? Они же дорогие. Он сказал, мне нравится внешний вид. Имеете право, если есть деньги, как говорится. Также отмечу, что переплачивать за версию Titanium с солнечной панелью, как по мне, не стоит. Только если вы находитесь там, где солнечный день постоянно. Минусы я уже озвучил. Надеемся, что с новыми прошивками допилят это дело. Но вот насчет карт я сомневаюсь, что допилят. От меня девайсу однозначное да. Учитывая цену, разумеется, нет. Не для масс-маркета. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.